то, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай стирали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут понятно. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Два танка, два казака, два мазера. На приеме, Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Бля, как бы не сапогом по своим не уебали. Ты не наблюдаешь танки на правом, на аводарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит, 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БХ может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад пускай разворачивает и ебашит. Лесник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, до бэхи с НЦВТ можно ебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемета. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй укроп.
Укропский! По нашему поддерживу не стрелять! Не стрелять! Охуеть нахуй второй, блядь! Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ не спроси? Мужичок, явите стрием! Мужичок, явите стрием! Блядь, ебать накрыли нахуй. В 4 техники сразу прям. Ай, блядь, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Что с нашим? Что с нашим? Не уебало. Еще, ой, бля, хорошо нахуй. Пизда им, все им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И у меня ж мурашки. Там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Я подбери сигарету. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. По-любому. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, Бля. камикадзе. Ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что, пусть нахуй, он уже сделал. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это С- кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах съебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну Я нахуй. понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, там все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. стоят. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе притык. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Танки подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да, принял. Где он? Пал еще пару бронеобъектов. Надо ему вот здесь он, блядь, где-то.
Может, получать, блядь, не разъебаться. Вот блядь, это наш. смотаться надо. Где? А вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebrenka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns,
one D-30, Estrella air defense system and ACAMAS. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, з Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым.
Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас турали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Два танка, два казака, два мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог там. Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на Аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэха может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Блядь, Наблюдал,
Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, По бэхам. по технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Идет. Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять. Захуяйте нахуй второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите прием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. В 4 техники сразу прям. Ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И у меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Пусть нахуй, он уже сделал. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это Кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Закури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну нахуй. Я понял, вы не курили.
Ракета у меня кончится. Покажи, где они Понял? там Все стоят. хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как этот, как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь сейчас. Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да, принял. Где он? Пал еще пару бронеобъектов. Надо ему... Вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что ли? это наш. Надо, очень надо. Где? А вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebrenka and Dronovka in Donetsk People's Republic.
Russian air defense forces have intercepted one HIMARS MLRS projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženjernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MLRS, 6,011 field artillery cannons and mortars, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього.
Ще одне, в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай стирали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Два танка, два казака, два мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог там. Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Понял,
одним Алёшей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, Алеша не танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром, пизда, туром нахуй, работайте, пизда. туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Блядь, скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемётом. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. Не работает. Блять, ебать накрыли нахуй. В 4 техники сразу прям. Ай, бля, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И у меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Пусть нахуй, он уже сделал. Давай, откройте.
Пускай ствол назад Наш откатывается, наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, там все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Да, нет. Где он? Пал еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. ли? Надо, что надо. Где? Вон он заехал. Он в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Zinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Tipik U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer.
In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Khadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye, in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol, in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M100 and 9 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower in Khadwe in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai Scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24-hour. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями.
Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, они будут пойдет. заходить туда, блядь. Что Я понял. хотят. Два танка, два казака, два мазера. На приеме, люди. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог.
Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки направо, на правом, на аватарке, направо, на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Понял, работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром, работайте, Птуром, работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас ебут. Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Лесник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Блядь, скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, до бэхи с НЦВТ можно ебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуятли с НЦВТ, пулемет. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикад. Че по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. не работает. Блять, ебать, накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще ЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске.
Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, блядь. Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, нас? Да. Пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну нахуй. Я понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, стреляют. Так понял меня? Да, понял. Где он? Еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. ли? Смотрел, что надо. Где? Вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jager, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units
units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krupp and German-made Panzerhaubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Tipic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian Armed Forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Hadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian Group of Forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian Air Defense Forces have intercepted 1 HIMARS MLRS projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inzhinernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy.
The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне: в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру.
Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас турали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтоб не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они тупо, будут они. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мантия. Что работать будет? Что не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, направо на аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. работай по ним, работай. Наблюдайте Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэха может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром, Всё, пизда, нахуй, работайте, пизда. Птуром работайте. Когда наблюдают... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Везде, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, до Бэхи с НЦВТ можно ебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, с пулемета. По Бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог,
пускай работает. Так, внимание, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Идет. Второй Укропский. По нашему первому не стрелять, не стрелять. Заполняйте нахуй второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием, мужичок, явите стрием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что, пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну нахуй. Я понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они Понял, поставили. все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе впритык. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Танки подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Так понял меня? Да, нет. Где он? Пал еще пару бронеобъектов.
Вот здесь он, блядь, где-то. Наш, получается, блядь, не разъебашили. Вот его. это наш. Смотрел, что надо. Где? А вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krupp and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian Armed Forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS MLRS projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai, scouts,
hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a CAMAS. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым.
Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Принял. Мурат мастеру. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас турали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Два танка, два казака, два мазы. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Блядь, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом, на Ладарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэха может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимается. Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Блядь,
Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно ебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемёта. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Охуяйте нахуй второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Бля, Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, блядь. Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Пусть нахуй, он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну нахуй. Я понял, мы не курили.
Ракета у меня кончится. Покажи, где они там Понял? ставят. Все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео... Где парень наш? Он обратно едет, нахуй, с поддержкой. А где эти 3 танка, нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый, нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб, нахуй. Он к ним чуть как этот, как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Наблюдаем, Макаров. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Так понял меня? Да, принял. Где он? Пал еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш, получается, блядь, не разъебашили. Вот его, это наш. смотрел, что надо. Где? А вон он заехал. Он в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebrenka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day.
Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestovoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye, and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and mortars, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, з Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний
ветеранський форум мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай стирали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Два танка, два казака, два мазера. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог там. Бля, как бы не сапогом по своим не уебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша.
Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, Алеша не танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Туром, пизда, Туром нахуй, работайте, пизда. Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас это тягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Ледник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Блядь, скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с МСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемётом. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. В 4 техники сразу прям... Ай, блядь, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, блядь. Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Пусть нахуй уже сделал. Давай, откройте.
Пускай ствол назад Наш откатывается, наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскули их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, там все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаем, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, стреляют. Как понял меня? Да, принял. Где он? Пал еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. ли? Надо, что надо. Где? А вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine, close to Yampol
Sokolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Khadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M100 and 9 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower in Khadwe in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS SMLRS projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai Scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт
Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, з Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне: в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже не началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас турали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. Постой, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Чего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать.
А, СВТ, АГС и сапог. Я как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдая, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте. Идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром, работайте, Птуром, работайте. Когда наблюдает... Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Везде, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком сориентировал огонь. Блядь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НЦВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НЦВТ, пулемет. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикад. Чё по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. не работает. Блять, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще ЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске.
Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, блядь. Вот. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Пусть нахуй, он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну нахуй. Я понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Наблюдаем, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, взорвались, они на месте стоят и стреляют. Как понял меня? Да, принял. Где он? Пал еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, это. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. надо, что надо. Где? Вон он заехал. Он в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinko
Kharkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian Armed Forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine, close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Khadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian Group of Forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems.
In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24-hour. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне: в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы
в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Мурат мастеру. Еба. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай стираем по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтоб не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут поймешь. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Че работать будет? Че не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, СВТ, АГС и сапог. Там, Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, танки и технику, Поехала техника. наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярят, 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может въебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что просто затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком сориентировал в огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали. Сапог тоже пускай работает. Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять.
Заходите нахуй второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ не спроси? Мужичок, явитесь прием, мужичок, явитесь прием. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу прям. Ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Что пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где. Понял, все хорошо, заебись. Ой, он огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Наблюдаем, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, взорвались, они на месте стоят, стреляют. Так понял меня? Я принял. Где он? Пал, еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Может, получать, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. ли? Смотрел, что надо. Где? Вон он заехал. Он в лесополку.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers and 1 US-made AN Tipik U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the
Viloy Command, of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24-hour. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне: в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм.
Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Еб... Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая пойдем? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот, нахуй. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь. Что Я же понял. хотят. Складываются 2 танка, 2 казака, 2 мантера. На приеме, люди. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Блядь, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на Ладарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдаю, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Лесник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился.
земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк! В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемёта. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Охуенный нахуй второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите прием. не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу прям. Ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Что с нашим? Не уебало. Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Подбери сигарету. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. По-любому. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, Бля. камикадзе. Ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Рано, поддерживайте. Отъебывает, да, наш? Да. Что пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это С- кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну нахуй. Я понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они Понял, поставили. все хорошо, заебись. Ой, он огонь ведет.
Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео... Где парень наш? Он обратно едет, нахуй, с поддержкой. А где эти 3 танка, нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый, нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб, нахуй. Он к ним чуть как как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Оторвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да, понял. Где он? Еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это ли? наш. Смотрел, что надо. Где? А вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day.
Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženjernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and mortars, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai Scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне: в Києві відбувся щорічний
ветеранський форум мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отлично корректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Еба. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже не началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. Сам принимай решение. На связи. А что за вас турали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь. Что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. Что работать будет? Что у них будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Там, Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит, 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром, пизда, Птуром, нахуй, работайте, пизда. Птуром, работайте. Когда наблюдает... Скажите, что гранат затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит.
наши. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле? Там с пулеметчиком скорректирую огонь. Блядь, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуятин с НСВТ, пулемет. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите прием. не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что, пусть нахуй, он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, откуда что-то. Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3
танка на минах въебалось. Заткули их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна Да ракета? ну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они там Понял, стоят. все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Танки подорвались, они на месте стоят и стреляют. Так понял меня? Да, принял. Где он? Пал, еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. смотрел, что надо. Где? Вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye.
Two command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebrenka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted one HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai Scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24-hour. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових
гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Еба. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай стирали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. На приеме, люди. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Там, Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом аватарке, танки и технику, Поехала техника. наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники, в сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит, 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк.
Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть пом... 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром, пизда, Птуром нахуй, работайте, пизда. Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что брат затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Лесник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректирую огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемет. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Захуяйте нахуй второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу?
Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Что пусть нахуй, он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Ты всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они там Понял, стоят. все хорошо, заебись. Ой, он огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядку. Наблюдаем, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, стреляют. Так понял меня? Да, принял. Где он? Пал, еще пару бронеобъектов. Надо ему вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что он наш. ли? Смотрел, что надо. Где? Вон он заехал. Он в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine, close to Yampolsky
Sokolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Khadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M100 and 9 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai Scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Vyaloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди,
Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, з Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже не началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь. Что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мантера. На приеме, люди. Что работать будет? Что ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. Прием, 2 штуки.
наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом Новодарке, танки и технику, наблюдаешь. Поехала техника. Наблюдая, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Блять, пусть поддержу чем-нибудь, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Лесник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, до бэхи с НЦВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуятли с НЦВТ, пулемет. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Че по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. не работает. Блять, ебать, накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блять, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блять, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске.
Пусть прикрывают, пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда... Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, блядь. Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскули их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну нахуй. Я понял, вы скурили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они. Понял, все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, там стреляют. Так понял меня? Да, нет. Где он? Еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. смотрел, что надо. Где? Вон он заехал. Ну, лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers, for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks,
one US-made M777 artillery system, as well as one T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krupp and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Tipic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U Group of Forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian Armed Forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the Center Group of Forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Hadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian Group of Forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian Air Defense Forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and mortars, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post,
one artillery device on a firing position and one heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру.
Еб... Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая ебанем? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтоб не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они тупо, будут это. заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазы. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Бля, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки направо, на аватарке, направо на аватарке, танки и технику, Поехала техника! Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по БХ может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алеша, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть пом... 124 поднимается. Ты туда мне, блядь, наведи, нахуй, на эти, блядь, танки ебучие. Я их смотрю, что ты орешь, нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром, Всё, пизда, Птуром нахуй, работайте, пизда. Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас не затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Лесник, выходи назад. Сапог, видишь технику в поле. Там пулеметчиком скорректировал огонь, Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, до бэхи с НЦВТ можно ебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НЦВТ достает, спроси. НЦВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, с пулемета. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без.
Сапог тоже пускай работает. Так, внимание, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять, не стрелять. Заполняйте нахуй второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НЦВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием, мужичок, явите стрием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу, прям, ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал, молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Где Рэмбо? Ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши еще НЦВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот? Вот он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывать, да, наш? Да. Что пусть нахуй он уже делает. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что наш танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Они на минах. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну нахуй. Я понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они Понял, поставили. все хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Да, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе притык. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Подорвались, они на месте стоят, стреляют. Так понял меня? Я
Где он? Еще пару бронеобъектов. Надо ему... Вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот это наш. Где? Вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebrenka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized.
In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a CAMAS. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The armed forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The armed forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24 hours. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, з Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне. В Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг.
не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат Мастеров. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что давай вторая по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут заходить туда, блядь, что Я же понял. хотят. Два танка, два казака, два мазера. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на два направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог там. Бля, как бы не сапогом по своим не уебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали! 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш танк. Да я-то принял, я наблюдаю, то что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Ну одним Алешей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь нахуй? Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. Птуром работайте, Птуром работайте. Когда наблюдает... Скажите, чтоб нас затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле.
Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропский, блядь. Я по укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемёт. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем где. Сапог тоже пускай работает. Так, внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему поддерживу не стрелять. Второй, блядь. Он вообще Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите прием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. В 4 техники сразу прям. Ай, бля, я ж, сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся в Укропске. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо нахуй, пизда им, все им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И у меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Подбери сигарету. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. По-любому. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Ебать, Бля. камикадзе. Ой, сука, красава. Вообще камикадзе. Он впритык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Пусть нахуй, он уже сделал. Давай, откройте. Наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Всем скажи, что у нас танк работает. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все, тихо, на перезарядку. В готовности. Какого пулемета? Это С- кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь.
ПТУР есть? ПТУр есть? Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Одну ну Я нахуй. понял, вы турили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они Понял, там все стоят. хорошо, заебись. Ой, огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто пусть больше не ведут огонь сейчас. Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаю, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, подорвались, они на месте стоят, но стреляют. Как понял меня? Да, принял. Где он? Пал, еще пару бронеобъектов. Надо ему... Вот здесь он, блядь, где-то. Наш кончал, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. ли? Надо, что надо. Где? А вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine close to Yampolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok group of forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower and hardware close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M109 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic.
Russian air defense forces have intercepted one HIMARS Samolres projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženjernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai Scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the Defense Forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24-hour. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. 4 візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція, саміт Україна-Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть, додаткова бронетехніка буде, ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів: Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи 7 щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього.
Ще одне, в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною і буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сегодня будут вручены награды наиболее отличившимся военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены лейтенант Александр Сергеевич Леваков и ефрейторы Филипп Александрович Евсеев и Алексей Михайлович Неустроев. Этот слаженный танковый экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил, казалось бы, невозможное, совершил подвиг. Не только одержал победу в бою, но и спас своих товарищей, чей танк оказался подбитым. Звание Героя России также удостоен старший лейтенант Расим Рашидович Баксиков. В ходе напряженных боев он действовал мужественно, проявил личную храбрость и героизм. Медаль за отвагу будет вручена ефрейтору Илье Вадимовичу Гаврилову. Грамотно используя беспилотник, он обнаружил врага и точно скорректировал огонь нашей артиллерии. Его эффективное взаимодействие с экипажем танка помогло выполнить сложные боевые задачи. Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим. Благодарю вас за службу, горжусь вами. И, конечно, еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием победы в Курской битве, на Курской дуге. Благодарю вас. Прием. Мурат мастеру. Еба. Пусть накрывают, пусть работает, пусть поработает, пусть Да они будут работать 5 минут максимум. Танк уже ебашит туда. Все, блядь, стрелкотня даже не началась. Танк заходит вначале. Танк уже едет, сейчас по танку еще будет хуярить. Танк уже по лесополке хуярит. По Сахалинской. На, сам принимай решение. На связи. А что за вас турали по нему? Не надо. Не надо. Он уже проехал Бэху сгоревшую. Нормально, там еще, блядь, расстояние, ебать его в рот. Ну смотри, чтобы не зацепил нахуй ничего. Так они-то будут хуярить-то, блядь, вот сюда вот. По 100, блядь, что ты тупишь? По 144 они будут работать. Это едет, Они будут пойдет. заходить туда, блядь. Что Я же понял. хотят. Скатываются 2 танка, 2 казака, 2 мазера. На приеме, люди. Че работать будет? Че ничего не будет? Тут непонятно, тут на 2 направления идет сейчас хуйня, блядь. У нас, от наших. От наших НЦВТ будет работать. А, НСВТ, АГС и сапог. Блядь, как бы не сапогом по своим не ебали. Ты не наблюдаешь танки на правом на аватарке, танки и технику, Поехала техника. Наблюдая, поехали. 2 танка, 5 бронемашин. Работай по ним, работай. Наблюдайте, Птуром, скажи. юрист. Птуром, юрист, работайте, идет 2 танка, 4 техники. В сторону 144 точки. Пусть наблюдают ее. СПГ тоже работайте, там по полю хуярит. 2 танка, 4 бронемашины. Так НЦВ по Бэхам может ебать тоже. 8 бронемашин. Ебать. Выйди, где вот эта большая? Скажи, 8 бронемашин на 100... Пизда, сейчас танк Саратов, там один наш там. Да я-то принял, я наблюдаю то, что со 124 точки на 144 идет 8 единиц техники. А у нас там один Алеша. Вадим, Алеша,
Алёша, одним Алёшей, блядь, и накройте хотя бы одну хотя бы. Алеша не наш, Алеша не на танк, ёпта, блядь, который в Новодаровке. Ты смотри. Один наш, остальные не наши. Саратов, пусть скажи, пусть пом... 124 поднимает. Ты туда мне, блядь, наведи нахуй на эти, блядь, танки ебучие. Нахуй. Я их смотрю, что ты орешь нахуй. Спроси, Сахалин наблюдает? Ой, Да, они видели. В Туром, Всё, пизда, в Туром нахуй, работайте, пизда. в Туром работайте. Когда наблюдает... Скажите, что красный затягивался, его сейчас отъебут. Блять, пусть поддержат чем, пусть что-нибудь накрывают сапогом, пусть если когда видят технику сапогом или... Сапог, видишь технику в поле. Назад, пускай разворачивает и ебашит. Ледник, выходи, назад. Сапог, видишь технику в поле. Там с пулеметчиком скорректировал огонь. Скажи, пусть АГС накрывает туда эту же лесополку, похуй. Хорошо, что-то въебали. Въебало, задымился. Земля поднялась. Нет, въебали первую. Блядь, да бэхи с НСВТ можно проебашить. Ну что-то прилетело в танк. В Укропске, блядь. Я по Укропам говорю, по нашим нахуя я буду говорить информацию. НСВТ достает, спроси. НСВТ достает. Первый, хуяйте с НСВТ, пулемет. По бэхам. По технике. Да, принял, отправляем без. Сапог тоже пускай работает. Сапог Внимание. Бля, отъезжай, братан, ну нахуй ты стоишь там, а? Второй Укропский. По нашему первому не стрелять. Захуяйте нахуй второй, блядь. Куда он едет, блядь? Он камикадзе. Чё по НСВТ, не спроси? Мужичок, явите стрием. Не работает. Блядь, ебать накрыли нахуй. 4 техники сразу прям. Ай, бля, я ж сука. Ты видишь, а? Первый, хуярим. Блядь, и танк хорошо поклал. Молодец, сука. Блядь, ебать он Рекс, сука, просто пизда. Рэмбо, ты смотри, он Еба, башня нахуй отлетела у пидораса ебаного. Пусть поддерживают наши, еще НСВТ, пусть поддерживают. Скажи, танк вывели из строя один. Танк отлетел в Укропске. Блядь, Пусть прикрывают. Спроси Сапог АГС еще есть, пусть туда. Второй танк нахуй разлетелся, Укропский. Минус два танка у них. Еще, ой, бля, хорошо, нахуй, пизда им, все, им пизда. Скажи, наблюдаю. Блять, охуен. И меня ж мурашки, там пизда им нахуй просто. О, и меня ж, сука, трясет нахуй. Бля, где пацан наш, ебаный в рот, Вот блядь. он. Блять, он еще стоит, сука, ебать он. Герой России нахуй будет в натуре. Блять, он еще ездит и хуярит по нему. Бля, ой, сука, красава. Вообще камикадзе, он притык нахуй. Да, он в одного ебет все нахуй. Че по нашим, спроси, что у нас, что по расходу? Спроси. Отъебывает, да, наш? Да. Что пусть нахуй, он уже сделал. Давай, откройте.
Пускай ствол назад, Наш откатывается, наш откатывается. Блять, меня интересует, блядь, на 124. Им пизда всем там пришла. Пизда, они 4 техники стали, нахуй все разлетелось. По 124 пока сейчас не наблюдаю. Нихуя не отходит, они все на 144 стали, их там накрыли. Ты всем скажи, что наш танк работает. Перезарядку, на перезарядку. На перезарядку скажи, пусть сейчас наши будут заходить, чтоб не работали. Сейчас наши будут заходить, пусть не работают. Первый. Юрист, все тихо, на перезарядку, на перезарядку. В готовности. С какого пулемета? Это кто заходит? Это кто заходит? Смотри, там 3 танка на минах въебалось. Заскури их нахуй, чтобы они сгорели, блядь. Иначе они ночью их вытащат, блядь. Птур есть, птур есть. Нету, блядь. Почему еще должна быть одна ракета? Ну Я нахуй. понял, вы курили. Ракета у меня кончится. Покажи, где они Понял, там все хорошо, заебись. Ой, он огонь ведет. Так, внимание, все танки там подорвались нахуй. Нихуя не вижу. Там пизда всему, я тебе потом покажу. Там все, там пизда. Просто, блядь, вот это видео. Где парень наш? Он обратно едет нахуй с поддержкой. А где эти 3 танка нахуй? Что, монолит обратно ебанул, что ли? Да, я ебать, вообще конченый нахуй. Он там на адреналине сидит. Вообще долбоеб нахуй. Он к ним чуть как камикадзе. Скажи нашим просто, пусть больше не ведут огонь. Сейчас Я сказал, что все Да на повтори. перезарядке. Них наблюдаем, Макар. Первый, все сидим, перезаряжаемся по команде. Да, взорвались, они на месте стоят, стреляют. Так понял меня? Да, принял. Где он? Пал, еще пару бронеобъектов. Надо ему... вот здесь он, блядь, где-то. Наш получает, блядь, не разъебашь. Вот что это наш. надо, что надо. Где? Вон он заехал. Ну, в лесополк. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the assault detachments of the Zapad group of forces carried out offensive actions in the assigned areas of responsibility and improved the tactical situation. With the support of aviation, artillery fire and heavy flamethrowers for attacks by assault groups of the 67th Mechanized, 68th Jaeger, 25th Airborne and 95th Air Assault Brigades of the Ukrainian Armed Forces were repelled close to Sinkovka of Kharkov region, Novoyegorovka and Novoselovskoye in Lugansk People's Republic. The enemy losses in this direction during the day amounted to up to 170 Ukrainian troops, 1 tank, 5 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, 1 US-made M777 artillery system, as well as 1 T-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, 4 attacks of the Ukrainian 65th Mechanized Brigade near Rabotino in Zaporozhye region were repelled by competent actions of the Russian units, airstrikes and artillery fire during the day. Up to 80 Ukrainian servicemen, 4 motor vehicles, Polish-made Krop and German-made Panzer Haubitze 2000 self-propelled artillery systems, 1 D-30 gun, 3 US-made M119 howitzers, and 1 US-made AN Typic U-48 counter-battery radar station have been neutralized. In the Donetsk direction, units of the U group of forces in close cooperation with aviation and artillery repelled 3 attacks by Ukrainian armed forces units near Nevelskoye, Mayorsk and Kordyumovka in Donetsk People's Republic. The enemy has suffered losses of up to 180 Ukrainian troops, 3 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Gvozdika and 1 Akatsia self-propelled artillery systems, as well as D-30 and D-20 howitzers in this direction in the past 24 hours. In the Krasny Liman direction, the center group of forces units, aviation, artillery and heavy flamethrower systems inflicted losses on the units of the Ukrainian 21st Mechanized Brigade and 5th National Guard Brigade of the Armed Forces of Ukraine, close to Yampol
Sokolovka in Donetsk People's Republic and Chervonaya Dibrova in Lugansk People's Republic. During the day in this direction, the enemy suffered losses of up to 60 Ukrainian troops, 2 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, and 1 D-30 howitzer. In the South Donetsk direction, aviation and artillery of the Vostok Group of Forces inflicted fire damage on clusters of Ukrainian manpower in Hadwe, close to Staromayorskoye and Urozhainoye in Donetsk People's Republic. In addition, 2 Ukrainian sabotage and reconnaissance groups were disabled near Rovnopol in Donetsk People's Republic. The enemy losses amounted to 145 Ukrainian troops killed and wounded, 1 tank, as well as 1 American-made M100 and 9 Paladin self-propelled artillery system during the day. In the Kherson direction, up to 20 Ukrainian troops, 3 motor vehicles, and 1 Gvozdika self-propelled howitzer were destroyed by fire. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged Ukrainian manpower and hardware in 143 areas during the day. 1 P-18 radar for detecting and tracking air targets was neutralized near Zaporozhye. 2 command posts of the Ukrainian 67th Mechanized and 81st Air Mobile Brigades were eliminated close to Serebryanka and Dronovka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 1 HIMARS SMLRS projectile during the day. Moreover, 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles were shot down close to Shipilovka, Privolye, Makeivka in Lugansk People's Republic, Berestavoye, Kurdyumovka in Donetsk People's Republic, Chistopolye, Lyubimovka, Mirnoye and Inženernoye in Zaporozhye region. In total, 462 airplanes, 246 helicopters, 5,970 unmanned aerial vehicles, 431 air defense missile systems, 11,457 tanks and other armored combat vehicles, 1,144 combat vehicles equipped with MRLS, 6,011 field artillery cannons and motors, as well as 12,390 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage of destroying enemy equipments in front line. One by one the combat equipment of the Russian soldiers was neutralized. In 6 hours, the FPV drones of the Special Forces of Ukraine, corrected by the 30 Kai scouts, hit 5 units of enemy equipment, 2 D-20 guns, 1 D-30, a Strela air defense system and a KAMAZ. Excellent cooperation was demonstrated by the fighters of the tactical group TSSO-A, and the aerial scouts of the Viloy Command of the 30th Separate Mechanized Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine continue to conduct an offensive operation in the Melitopol direction, are entrenched at the achieved boundaries, and carry out counter-battery countermeasures. During the past day, the aviation of the defense forces made 11 strikes on enemy personnel concentration areas and 2 strikes on anti-aircraft missile systems. In the last 24-hour, units of Ukraine missile forces and artillery struck 3 areas of concentration of personnel, weapons and military equipment, 2 ammunition warehouses, 1 control post, 1 artillery device on a firing position and 1 heavy flamethrower system TOS-1A of the enemy. The Armed Forces of Ukraine reported on August 23 that Russia had lost 258,820 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 480 casualties Russian forces suffered in the last 24-hour. According to the General Staff of Ukraine's Armed Forces report, Russia has also lost 4,373 tanks, 8,488 armored fighting vehicles, 5,318 artillery systems, 722 multiple launch rocket systems, 491 air defense systems, 315 airplanes, 316 helicopters, 4,324 drones, 18 boats, 7,745 vehicles and fuel tanks and 800 special equipment. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями.